Всем привет! Кто смотрит продолжение, как мы убираем, чистим, доводим до нормального состояния наш дом. Вот ребятишки мои работают уже. Собираются опилки, дрова вывезли. Вот такая появилась картина, остались только опилки. Опилок огромная куча. А дальше будем разбирать все печки и продолжать уборку нашего дома до эстетичного вида. Ну что, погнали! Разбирать, демонтировать печки буду при помощи вот такого молотка. Посмотрите, какой здесь дымоход. Как он сделан. Я офигеваю. Вообще здесь не дымоход. Не могу понять, для чего тогда так здесь сделано. Вот появилась такая картина. Вот как видите сверху, как выглядит. Вот здесь, как видите, идет дым из печки прямо в дымоход. Вот как смонтирована печка. Вот так было заделано сверху. Арматуры. Уголок. Еще арматурки. Вот такие. Дальше пошли перегородки. Ну что, продолжаем нашу разборку. Вот такая была вмонтирована юшка, заслонка для дымохода. Смотрите, какие толстые металлические арматуры, вложенные в саму печку. Офигеть! Вот еще одна арматура, тоже толстая. Короче, здесь их много. Как видим, работа идет. Конечно, работа очень грязная. Дышать даже тяжело. Ну и вот мы добрались уже до самой духовки. Снимаем, демонтируем саму духовку металлическую и разбираем дальше. Вот разобрали уже печку до такой степени и добрались до таких вот металлических пластин. Видите, какие здоровые из толстого металла пластины. Ну что, продолжаем нашу разборку. Какая здесь пылюга, вы просто не представляете. Дышать нету чем. Сколько грязи. Смотрите, в печке нашел 2 ножа.
Да интересно, для чего их туда положили. Ну что, снимаем дальше колосник и сами дверки металлические. Отверточку вот такую нашел за печкой, еще советскую. Вот что осталось, только пятнышко от этой печки. Вот еще одна печка, и там еще одна плита. Вот сколько мусора. Кафель старый, вот кирпичи. Вот так это все выглядит. Вот, появилась такая картина. Между печкой появились вот такие проемы, просветляются. Ну что, разбираем дальше. Вот такой вид сверху. Вот такая конструкция у печки. Второй. Ну что, разбираем дальше. Во второй печке также, как видим, очень есть много металла. Вот такие огромные арматуры и так далее. И так, как видим, мы уже разобрали практически всю вторую печку. Теперь снимаем колосник, дверки металлические и так далее. Вот и все, ребята. Второй печки как и не бывало. Разобрал, вот такая появилась картина. Здесь было две печки в этом месте. Сейчас вот такой проход появился. Вот. Вот такая, ребята, картина. Ну что, разбираем вот эту печечку, разбомбим сейчас. Здесь плита. Ну что, погнали. Вот так выглядит картинка. Здесь последнюю печку разбираем, плиту. И тут разбираем и смотрим. Есть тайничков таких, сейчас покажем. Есть разных вот таких щель. Ну, пока там ничего не нашли, но нашли другое. Ключи. Только то есть подход такой, чтобы не упасть. Вот там ключи лежат. Там не ясно. А там ничего нет. Достань, Арнольд. Что там за ключи? Вот такие ключи, ладно, потом покажем на свете. И вот там еще ключей куча лежит, доставай. Связки, давай сюда. Еще все достать. И вот там вверху, вверху, я тоже, вот там что-то лежит. Что там такое? Тоже ключ. Тоже ключ. Больше ничего не видишь? Нет. Но я не вижу больше ничего. Пока что. Ладно, давай посмотрим, что за ключи. Оба! Во! Какие ключи нашли. Вот такие. На цепочке. И эти ключи, я так думаю, старая хозяйка еще очень давно спрятавшая в печке. Вот эти так вообще высоко-высоко. Я не знаю, как она туда засунула даже. От дома, от всех зверей. Так как мы приобрели, когда этот дом, старый, заброшенный весь, все двери были выломаны, все замки, все переломано, так как, наверное, кто получил наследство, не имел ключей от этих дверей, а все было закрыто.
и никак не могли открыть. А ключи, скорее всего, вот где была спрятавшись старенькая хозяйка, которой уже давно нету. Она очень старенькая, ей 90 лет. Ну, как-то так. Разбираем дальше. Вот уже появилась такая картина. Вот разобрали до такого состояния. Ну и что, разбираем потиху как-то дальше. Помощник есть у меня. Ой, какая тяжелая! Ребята, в печке была вмонтирована такая труба со старых канализационных труб. И она идет где-то еще в глубину. Но я догадываюсь, скорее всего, эта труба бетонирована в стенку и под дымоход типа с подвала, я так понимаю. Но сейчас разберем подальше, будем видеть. Ну что, разбираем. Вот, ребятки, все очистил. Смотрите, что еще здесь было. Труба металлическая бетонирована в комин, и она идет в дымоход. Очень далеко туда. Вторая сюда. Но почему-то она разломанная, ну, то есть разбита. Нету колена 90 градусов. Я не знаю, может, здесь было сделано из кирпича, отверстие оставлено. Этого я не заметил. Это, я понимаю, так сказать, что это вентиляция с подвала. А это сам дымоход, планировавший когда-то на будущее с подвала. Вот таким принципом подключен. Сейчас попробуем разобрать. Эти отверстия я заткну, так как дымоход полный сажи. Я разберу, когда вот это колено, скорее всего, она посыпется. Как ни странно, само колено пустое. И здесь пусто. И здесь пусто. Полный дымоход, пепла, сажи. Чего тут только нет. Вот. Вот такая картина появилась. Ну, как говорится, все убираем. И потом покажу весь результат нашей работы. Вот такая в итоге появилась картина. С этой стороны кирпичи, кафель. Ну и остатки от печек еще лежат. Здесь вот такая картина. Над подвалом бетон убрали. И вот тут стояла печка. Вот последняя, где мы разбирали. Вот теперь вот так выглядит. Трубы оставил пока. Сажу всю вычистил с камина, с дымохода. Здесь вот такая картина, ребятки. Мусора, глины, так сказать, кирпичей, кафеля. Чего только нет. Вот такой дом теперь вот в таком состоянии. Кто видел мои видео предыдущие, как я только приобрел этот дом, может сравнить, что мы уже здесь натворили. Здесь вот так. Тоже кафель очистили, сложили, который получше. Здесь кирпичи. И также вот такая картина появилась.
Здесь печка стояла, там был проход. Эти отверстия, где печка стояла, проемы надо закладывать кирпичом. Ну и вот здесь такая же самая картина. Грязно, кирпичи, кафель. Вот так это все выглядит. Вот такая куча получилась металла. Вот здесь колосники, дверки, духовки из чугуна и разные кусочки металла от печи. Итак, ребята, вот мы уже достигли до такого уровня нашей уборки нашего дома. Глину убрали, привезли немного песка и слегка по фундаменту подровняли все полы на первом этаже. Уже, так сказать, немножко легче на душе, приятнее смотреть на все после всей проделанной нашей работы. Правда, мы устали очень-очень сильно. Работы сделали очень много. Вся работа тяжелая и грязная. Все перед вашими глазами. Вот так теперь все выглядит. Ну, как-то так. Вот такая появилась картина. Более-менее ровно, по фундаменту подровнял. Единственное, осталось немножко здесь трамбовочкой пройтись. Нормально так, и может где-то еще подсыпать. И потом можно уже либо делать черновой пол, либо уже сразу утеплять полы, разводить сантехнику, электричество и так далее. Но правда еще осталось заделать промежутки, отверстия, где были сами печки. Так сказать, немножко подрегулировать планировку данного дома. Там бетон, там подвал. Следующая комната также. Все подсыпали, все сделали. Здесь также, только кафель и кирпичи. Вот, все так выглядит. Вся проделана наша работа. Идем покажу, как мы убрали окончательно чердак. Вот так это все выглядит. Ну вот такая картинка, ребятки. С другой стороны вот такая картинка. Там сложили в кучу доски, которые получше, разные, может где пригодятся. Все показал. Весь процесс, как убирали, как разбирали и так далее. Ну, как-то так. Будет желание, будут силы, так сказать, возможности, деньги. Будем потихоньку восстанавливать данный дом, старый, заброшенный. И буду, наверное, все вам показывать, если получится, как это я буду делать. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.